Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот тапочки, следочки спицами, такие вот симпатичные. Значит, на размер 37-38 я буду сегодня вязать. Такой вот следок. Сейчас я его замеряю сразу. По длине он у меня от пятки и до конца 23 сантиметра. Мы пускаем пару сантиметров на растяжку. 1-1,5. Вязать я буду из пряжи. У меня турецкий акрил. Значит, белая пряжа 100 граммах 240 метров, а эта пряжа немножечко потолще, этикетку потеряла. В 100 граммах было 220 метров. Мысок я буду вязать спицами номер 2,5. Остальной весь следок я буду вязать спицами номер 3. Вот так вот. Значит, у меня были матки, у меня было по 100 грамм. Белого цвета у меня ушло 30 грамм, сейчас я взвесила нитки. А вот основного цвета у меня ушло 70 грамм. В процессе вязания я все отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Сначала провяжу мысок, потом сделаю обвязку, перейду на подошву, потом свяжу все полотно, закончу пяткой и обвязкой верха. Ну вот, вроде бы и все. Схему сейчас выведу на экран. Можно остановить видео, сделать скриншот. Переходим к вязанию. Прежде чем начать вязать, белую пряжу, основной цвет, я разделю на 2 моточка. Значит, дальше. На спице номер 2,5 набираю 12 петель. И первый ряд провяжу все лицевыми. Со второго ряда по лицевой стороне я буду делать прибавки, расширять мысок в начале и в конце ряда буду делать по одной прибавке. Первую снимаю, одну набрасываю, прибавила, вяжу до конца ряда, все вяжем лицевыми. И точно так же сделаю одну прибавку в конце ряда. Всего я провяжу 3 полных ряда. 3 дорожки у меня получится. 3 зубчика таких. Было 12, сейчас прибавила 14 стало. И еще 2 раза прибавлю, будет 18 петель, и я перейду к узору. 18 петель вместе с прибавками перехожу к узору. Так, прибавки по лицевой стороне, перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю. Здесь все провязываю лицевыми без изменений. Провязываем до конца ряда. Довязываем ряд до конца. В конце последнюю прибавку также провязываю лицевой. Кромочную провязываю изнаночной. Так я провяжу 3 зубчика. 1, 2, 3. На спице у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 петель. Сейчас сделаю прибавку и сразу же начну вязать узор. Значит, так, узор мы будем вязать вот по такой схеме. Кто может вязать по схеме, можете сразу заскриншотить схему, вязать по схеме. Кто нет, я провяжу быстренько это все попетельно. Схема очень простая, здесь никаких сложностей нет. Значит, сейчас у меня будет 18 петель, я расширю до 22. Этого достаточно. Если размер большой, можно сделать 24. Если размер маленький, можно внизу оставить было на 1 ряд меньше. И по ширине на пару петель сделать меньше. Ну и здесь 1 ряд уменьшить, немножечко уменьшить. Довяжу схему мысок до конца. Замерю это в сантиметрах. Значит, сейчас переходим к схеме. Первые 8 петель вместе с добавкой, с накидом провязываем белым цветом. Сразу приготовлю, у меня темно-серый цвет для кота. Так, 8 петель провязываем. Первую снимаем, делаю одну добавку. Добавила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 6 петель темным цветом. Каким цветом у вас будет кошка это? У меня вот такой вот темно-серый. 6 петель провязываю.
Схема у меня будет меняться только по лицевой стороне, по изнаночной стороне я буду все вязать по узору, без изменений. Поэтому вяжем плотно, петли не вытягиваем, чтобы этот кот не получился растянутый сильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 петель провязываем. 6. И в конце вместе с добавкой будет 4 петли. Я сейчас сюда подвяжу новую ниточку белую. Так, нитку подвязала. И также в конце я делаю еще одну добавку. Так, сейчас первый ряд по изнанке пройдусь. Далее я изнаночные ряды не показываю, только лицевые. Значит, это первый ряд у нас по изнанке. Его провязываем. Опять все вяжем лицевыми. Так, провязываем средние 6 петель серым. Белым провязали, теперь серым. И далее опять белым. Хвосты потом попрячем все. Все, так идем до конца ряда. Так, перешли на лицевую сторону. Теперь смотрите, второй ряд. Что у нас второй ряд? Второй ряд. Вместе с добавкой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять, потому что добавилась одна петля. 8 вместе с добавкой. Серым цветом 8 петель и остальные белым. Опять вяжем по схеме. Первые 8 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 петель провязали. Далее 8 петель темным цветом. Провязали, и оставшиеся петли до конца ряда 4 петли вместе с добавкой будет, провязываю белым цветом. Здесь нитки вот так я перекручиваю, чтобы не было у нас дырок никаких. Одну под низ, одну сверху, или наоборот, одну сверху, другую под низ. Все. Так, здесь еще раз перекину. В конце одну добавили. Это у нас второй ряд. По изнанке возвращаемся по узору, без изменений вяжем изнанку. Третий ряд узора, лицевая сторона. Первые 9 петель вместе с добавкой провязываю белым цветом. Это у меня будет последняя добавка. Все, больше я расширять не буду. Первую снимаю. Одну добавила, провязываю все белым цветом. 9 петель белым. Далее 3 петли темным. Вперед забежала. 9 провязали. 3 темным. Нить перевела. 3 белым. Сильно не затягивайте. Вот здесь, когда нить перебрасываем, 3 белым провязала, 2 темным. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Вместе с добавкой будет 5 петель. Три, 4 и последние 5. Так, третий ряд довязываем до конца. Перешли на изнаночную сторону, вяжем по узору третий ряд. Четвертый ряд узора, первые 9 петель провязываю основным цветом. На спицах у меня 22 петли. 9 петель провязываем. Две петли темным.
5 петель белым основным. Один, два. А здесь можно взять со второй стороны белую нитку. 3, 4, 5. 2 петли темным. И оставшиеся 4 петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это у нас был 4-й ряд. По изнанке возвращаемся по узору. Довязываем ряд до конца и возвращаемся в начало ряда. Пришли на лицевую сторону, 5-й ряд узора. Опять первые 9 петель провязываем белым цветом основным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали 2 петли темным. Опять 5 петель средних белым цветом и 2 петли темным. Пять белым провязали, 2 темным. И оставшиеся петли до конца ряда, опять 4 петли осталось. Провязываем белым цветом. Это у нас 5-й ряд. И возвращаемся по изнаночной стороне по узору без изменений. Развернулись. Первый снимаем. Далее вяжем все лицевыми без изменений. 5-й ряд изнанка. Нить перебрасываем здесь, подтягиваем. Здесь 5 петель будет протяжка. Здесь я не перебрасываю. Ничего страшного, она мешать не будет, эта протяжка. Провязываем средние белые 5 петель. Оттянули. Далее темным цветом и опять белым. Лицевая сторона, 6-й ряд узора, первые 7 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель провязали белым. Далее 7 петель темным. И оставшиеся петли до конца ряда, беру вторую нить здесь, где она у меня. Оставшиеся петли до конца ряда провязываю белым цветом, это у меня 6-й ряд. И по изнанке возвращаемся по узору. Провязываем. 7-й ряд узора, первые 6 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. 2 петли темным. Одна белым. Шесть петель темным. 3, 4, 5, 6 темным провязали. И оставшиеся петли до конца ряда провязываю белым цветом. Это у меня будет 7 петель. Так, это у нас 7-й ряд. Довязываем до конца. Возвращаемся по изнанке, по узору, без изменения изнанка. Пришли на лицевую сторону, 8-й ряд узора, первые 5 петель вместе с кромочной провязываю белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли темным.
3 петли белым, 6 петель темным цветом, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и оставшиеся петли до конца ряда провязываем все белым цветом. Это у нас 8 ряд. По изнанке возвращаемся по рисунку без изменений. Довязываем ряд до конца, идем в начало ряда. 9 ряд узора, первые 5 петель провязываю белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 1 темным, опять 5 петель белым, и 5 петель темным. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем все белым цветом. Это 9 ряд. Возвращаемся по изнанке. 3, 4, 5, 6. 6 белым довязали. 10 ряд узора вяжем точно так же, как вязали 9, без изменений по лицевой и по изнанке. 5 петель белым, 1 темным, опять 5 петель белым, 5 петель темным и заканчиваем все белым цветом и возвращаемся по изнанке. Вяжем 10 ряд без изменений. 11 ряд узора, 5 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли темным, 1 белым, 1 темным, 1 белым. 6 петель темным цветом провязываем. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем все белым цветом. Это у нас 11 ряд. Заканчиваем его. Возвращаемся по изнаночной стороне по узору. Двенадцатый ряд узора. 5 петель вместе с кромочной белым цветом. Так, далее вяжем темным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель провязываем темным цветом всего вот этого кота. И оставшиеся петли до конца ряда довяжем белым цветом и вернемся в начало ряда по изнаночной стороне. Значит, все эти 11 провяжем темным, оставшиеся петли белым и вернемся в начало ряда. 13 ряд узора, 6 петель белым цветом. 3, 4, 5, 6. Далее 9 петель темным. 9 петель провязываем темным. И оставшиеся петли до конца ряда все довяжем белым цветом. И вернемся в начало ряда по изнанке. Так, одна осталась. Перебрасываю нить. Перекрутила. Довязываем 13 ряд, все белым. И возвращаемся. Следующий 14 ряд у нас вяжем точно так же, как 13, без изменений. Белый над белым, темный над темным. И по изнанке все по узору провязываем.
14 и 13 они у нас одинаковые. Провязываем все по узору. 14 ряд довязываем. Так, что у нас? 15 ряд узора. Первые 7 петель провязываем белым цветом. Так, далее переходим на темный цвет. Опять 7 петель темным цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель провязали. И оставшиеся петли до конца ряда все провязываем белым цветом. Это у нас 15 ряд. Заканчиваем его, возвращаемся по изнанке в начало ряда. Довязываем до конца белым. Вот такой уже вырисовывается код. 16 ряд узора. Его вяжем без изменений. Точно так же, как и 15 предыдущий. Белый над белым, серый над серым. Все, провязываем до конца. 16 возвращаемся по изнанке без изменений. Так, вяжем 16 ряд. 17 ряд узора сейчас будем вязать. Первые 8 петель провяжем белым цветом. Так, это я 16 отвязала. Пересчитаю. 1, 2, по зубчикам считаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 сейчас у нас 17. Все правильно. Думаю, ну, мало ли вдруг где прозевала. Так, вместе с кромочной 8 петель белым. 5 петель темным. И оставшиеся петли до конца ряда все будут белым. Перебросили нить, 5 петель темным провязываю. И остальные с белым до конца ряда. Ах, жарко, спицы к рукам прилипают. О, надо перерыв сделать. 18 ряд узора. Первые 7 петель белым цветом. Семь петель провязываем. Далее 7 петель темным. И оставшиеся петли до конца ряда провяжем белым цветом. 18 ряд закончим и вернемся по изнанке. Так, темным провязываю 7 петель. 3, 4, 5, 6, 7 провязала. Оставшиеся петли все белым. Довязываем до конца и возвращаемся. 19 ряд узора, 6 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее темный цвет, 9 петель темным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель темным провязали. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем все белым цветом. Возвращаемся по изнанке, заканчиваем 19 ряд. Следующий 20 ряд вяжем без изменений, все по узору, точно так же, как вязали предыдущий. Белый над белым, серый над серым. 20 ряд провязываем по лицевой и по изнаночной стороне без изменений. Все вяжем по узору. 21 ряд узора, 7 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 петли темным. 3 белым. 2 темным. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем все белым цветом основным.
Так, это у нас 21 ряд. Довязываем белым цветом до конца. И по узору возвращаемся в начало ряда. Так, 22 ряд узора. Это у нас последний ряд. Смотрите, что мы сейчас делаем. 7 петель белым цветом, 1 темным, 5 основным, опять 1 темным и оставшиеся до конца ряда провязываем белым цветом, возвращаемся по изнанке по узору, далее 2 ряда, еще 2 дорожки, 2 зубчика я провяжу основным цветом и закроем петли. Вот так вот, значит, сейчас сделаем. Так, что у нас здесь? Опять 7 петель провязали белым, ну да, белым, 1 темным, 5 петель белым и 1 темным. Так, это последний ряд у нас. 1 темным и все оставшиеся довязываем белым цветом. После этого еще 2 ряда, как я уже сказала, провяжу белым цветом и закрою петли. Довяжу до конца, замерю в сантиметрах ширину и высоту. Так, довязываем, заканчиваем мысок. Довязали мысок до конца. Высоту у меня всего с самого начала 27 рядов по зубчикам, вот посчитать. 27 вот таких вот дорожек. Замерю сейчас в сантиметрах. В сантиметрах 11 сантиметров по высоте, по ширине 8. Так, что делаем дальше? Закрываю петли и буду делать обвязку. Значит, далее я сейчас обвязку и весь остальной следок буду вязать на спицах номер 3. Перейду. Так, набор петель сейчас буду делать по всему мыску темным цветом, таким же, как я этого кота вязала. Подвязываю сразу темный цвет. Да, вот последнюю петельку темным закрою. Беру спицы номер 3. Значит, наберу петли. У меня 27 петель будет с боковой стороны и 12 будет посередине. Так, крючком набираю петли. Под 2 дужками ввела крючок, вытащила ниточку, набрала. Ввела крючок, вытащила ниточку, набрала. Так, перенесу сейчас сразу на спицу. Так, набираем петли. В конце ряда я к вам вернусь. Набрали петли на спицы, можно это сделать на круговые спицы, кому как удобно. Теперь по изнаночной стороне, сейчас я буду вязать узором со снятыми петлями. Первую петлю снимаю, одну провязываю лицевой, одну снимаю, не провязывая. Нить за работой свободно оставляю. Одну провязала лицевой, одну снимаю, не провязывая. Так вяжем до конца ряда. Одну лицевой, одну сняли, не провязывая. Что непонятно, вот на готовом изделии могу вам показать. Вот такие вот дужки будут образовываться. Так, я сейчас провяжу 3 ряда. Значит, сейчас вяжем до конца ряда. Одну сняли, 1 лицевая. Довязываем изнанку до конца. Одну сняла, 1 лицевая, одну сняла. Последнюю кромочную я сразу подвяжу контрастный цвет, потому что следующие ряды я буду 2 ряда провяжу контрастным цветом, светло-серым и белым. Вы можете просто с белым чередовать. Так, перешли на лицевую сторону. Теперь у меня контрастный цвет, вяжу все точно так же, только другими цветами. Лицевая сторона, все петли провязываю лицевыми. Снятые петли, узор буду вязать только по изнаночной стороне. Значит, сейчас все петли провязываем до конца ряда лицевыми.
Так, довязываю ряд до конца. Переходим на изнаночную сторону. В первом ряду я первую петельку после кромочной провязывала. Теперь я буду вязать в шахматном порядке. Первую петельку я буду снимать. Сняла, не провязывая. Далее все то же самое. Одну провязала лицевой, одну сняла, не провязывая. Одну провязала лицевой, одну сняла, не провязывая. Так идем до конца ряда. По лицевой стороне все петли я вяжу лицевыми. Так, сняла, провязала, сняла. Вяжем до конца ряда. Вот такие вот у меня чешуйки, дужки, как их назвать, будут получаться. Значит, сейчас я так провяжу. Вот у меня 3 ряда. Темно-серый, светло-серый, белый. Далее, после этого я провяжу 2 зубчика основным темным цветом. Вот. И потом к вам вернусь, сделаю пару рядов укороченных. Ну, то если ступня широкая, например, тогда можно сделать. Если нога маленькая или узкая, просто 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 3, смотря какой размер, просто все провязать платочной вязкой, лицевыми петлями. Значит, я сейчас, как я уже сказала, провяжу со снятыми петлями эти дужки, 2 ряда платочной, к вам вернусь и буду вязать укороченные ряды. И опять перейду на платочку и на подошву потом. Так, вяжем. Так, что я сделала? Вот такой мысок у меня сейчас. Значит, 3 ряда у меня со снятыми петлями и 2 ряда платочной вязки. Теперь я сейчас провяжу укороченными рядами, но опять же, как я говорила, это при необходимости, если широкая нога, большой подъем, высокий, то есть, значит, сейчас 16 петель я провязываю лицевыми петлями вместе с кромочной. Считаю, если у вас мысок был, допустим, короче по рядам, по количеству рядов, то можно на пару петель провязать меньше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Провязала, разворачиваюсь и вяжу обратно. Делаю накид и провязываю все петли лицевыми. Вяжу до конца ряда. Перешла на лицевую сторону, обратно провязываю 16 петель лицевыми. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16 провязала. Остался у меня вот он, накид это был. Я его провязываю со следующей петлей, 2 вместе провязываю. Сейчас провяжу 8 петель и опять развернусь, пойду вязать обратно. Накид провязала со следующей петлей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Развернулась, опять сделала накид и провязываю все петли лицевыми до конца. Вяжем лицевыми до конца. Всего лишь 2 ряда я сделала укороченных. Укороченными рядами здесь множество способов. Можно и по 2, по 3 петельки добавлять, смотря какой подъем вы хотите сделать. Поэтому я вот так вот сделала. Мне такая высота подошла. Вот так вот скажу. Так, довязываю до конца. Опять перешли на лицевую сторону. Все петли теперь провязываю лицевыми вот до конца. Придем в конец и будем сейчас вязать вторую сторону. Опять 16 провязываю, 8 провязываю. Накид, который у нас остался, провязываю со следующей петлей. Так, провязываю опять все лицевыми. Так, довязываю. 8 петель провязала, вот остался накид. Провязываю со следующей петлей вместе. Все, вяжем до конца ряда дальше лицевыми. Что у нас здесь получилось?
Вот такой вот небольшой подъем сделала. Так, перешли на изнаночную сторону, довязала ряд до конца. Теперь провязываем 16 петель, опять 16 петель провязываем и будем делать разворот. Первую снимаю, вторая, третья, провязываем 16. Провязала, развернулись, опять набросила и вяжу обратно. Провязываю все петли обратно. Следующий ряд по изнанке провяжу 16 петель и 8. Перешли на изнанку, провязали 16 петель, остался накид, провязываю его со следующей петлей. 1, 2, 8 петель провязываю, 3, 4, 5, 6, 7, 8, развернулись, набросила и провязываю опять все лицевыми. Все, на этом все. Дойдем сейчас до конца ряда, довяжем и по изнанке пройду один ряд лицевыми петлями. На этом обвязка мыска будет закончена и перейдем к подошве. Так, все, возвращаемся по изнаночной стороне, точно так же провязываем до конца все лицевыми. Закончили делать обвязку мыска. Вот такой вот мысок у меня получился. Теперь перехожу на подошву. Значит, смотрите, что здесь по мыску еще. Впереди у меня внизу 1, 2, 3 зубчика получилось. По боковым сторонам по 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. По 5. Могу даже в сантиметрах замерить. Здесь серым цветом, ну и полностью весь, всю высоту 4 вверху. А здесь сколько получилось? Ну, 2. Вот такая разница. Теперь подошву я начну вязать на средних 12 петлях. Значит, сейчас переворачиваем. Можно эту сторону провязать, можно нить обрезать и сразу к середине прикрепить. Это кому как хочется. Так, теперь средние 12 петель провязываю лицевыми. У меня по 27 по краям. 12 петель провязываю. Всю подошву буду вязать платочной вязкой лицевыми петлями. 12 расширю по петельке по одной, 14, 16 и по петле в конце ряда доберу. Всего у меня будет 18 петель. Это опять же смотрите по ширине своей ступни по размеру. Значит, сейчас что делаем? Провязываем 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Возвращаюсь обратно. Опять провязываю 12. Довязала до последней 12 петли и по изнаночной стороне последнюю петельку с подошвы и петельку с боковой спицы я буду провязывать 2 вместе, соединять лицевой по изнанке. Соединила, перешла на лицевую сторону. Сделаю прибавку сейчас. Первую снимаю. Одну прибавила. Это у нас будет 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Не довязывая последней петли, сделала прибавку. Последнюю петельку соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе, изнаночной провязала. Все. Опять перешли на изнаночную сторону. Теперь 14 петель. Первую снимаю, остальные все провязываю лицевыми. И последнюю петельку соединяю по изнаночной стороне, 2 вместе провязываю лицевой.
2 петли соединила. Все. Продолжаем вязать подошву. Расширяем в начале и в конце. Значит, довяжем до последней петли. Я к вам вернусь и перейдем, будем вязать полотно. Все вяжем лицевыми, без изменений. Вот у меня сейчас 12, 14, 16 в конце ряда. У меня здесь плотность ноги просто широкий размер. Я добавлю еще по одной петле. Будет у меня в конце 18. Вот у меня в конце в сантиметрах даже могу сказать опять же. Сколько? 7 почти, 6,5 чуть больше. И в начале у меня подошва в сантиметрах 5. Так, вяжем подошву. Закончила вязать подошву. Вот так вот получается. Вперед, зад. Теперь с каждой стороны, сначала с одной, потом провяжу середину, со второй потом наберу петли. Всего у меня будет петель 48. Если размер большой, 39-40, наберите 50-52 петли. Так, опять же, под двумя дужками ввожу крючок, захватываю ниточку и вытаскиваю. Так, что сюда? Наберу по 15 петель. У меня 18 в конце было по подошве. Вот под дужкой набираю петельку 14 и 15. Так, теперь набранные петли я провяжу изнаночными. Петли подошвы точно так же провяжу лицевыми. И потом пойду набирать на второй половине. Так, первую сняла. Провязываю их изнаночными. 3, 4. Так, довязываю подошву лицевыми петлями. Здесь у меня осталась одна петля не закрытая. Последние две вместе провязала. Так, теперь перешли на эту сторону и набираю по этой стороне. Ввела крючок, точно так же набираю 15 петель. И обратно по изнаночной стороне я провяжу набранные петли. Петли подошвы провяжу лицевыми, а с этой стороны уже провяжу изнаночными. А потом перейду к узору. Так, набираем петли и один ряд провяжем по изнаночной стороне. Довязываю изнаночный ряд до конца. Последнюю кромочную я сразу провяжу, подвяжу белый цвет. У меня будет сейчас идти узор, который состоит из двух цветов, белого и серого основного цвета. Так, закончили здесь. Значит, смотрите, я провяжу вот таким вот узором. Когда-то я года 2 назад вязала зайцев на Новый год таким узором. Он очень легко вяжется, но мне он чем нравится, он очень плотный получается. Вот так вот по изнанке, достаточно плотный. Поэтому я вот эту вот среднюю часть до пятки провяжу этим узором. Пятку провяжу опять серым. Значит, сейчас я провяжу несколько рядов. Те, кто не знает этот узор, будет сразу через 3 ряда понятно, что и зачем вязать. Так, подвязали белый цвет, первый ряд узора. Первую снимаем. 2 петли провязываем белым цветом лицевой. Одну петельку снимаем, не провязывая, нить за работой. Каждые 2 ряда лицевой и изнаночный у нас будет меняться цвет. 2 ряда белым, 2 ряда серым. Значит, сейчас вяжем так до конца ряда. 2 лицевой провязали, одну сняли, не провязывая. 2 лицевой, одну сняли, не провязывая. Идем до конца ряда так. Так, заканчиваю ряд. Кромочную провяжу изнаночной. Так, перешли на изнаночную сторону. Теперь первую снимаю. Первый ряд, изнаночная сторона. Провязанные петли, это у нас белые петли, мы провязываем лицевыми. Снятые петли мы снимаем, не провязывая. Опять нить перевели,
провязанные, провязала 2 белым, провязала лицевой, опять нить назад, снятую, сняли. Все, так до конца ряда. Провязанные провязываем, снятые петли снимаем, не провязывая. Так, вяжем до конца ряда. Так, пришли в конец ряда. Последнюю кромочную петлю я сразу буду менять цвет по изнанке. Можно это делать по лицевой стороне. Следующие 2 ряда у меня будет серым цветом. Сразу цвет меняю, провязала. Так, второй ряд. Я ряд считаю лицевой и изнаночный. Сейчас у меня второй ряд. Серый цвет, темный цвет. Кромочную снимаем. Одну петлю белого цвета снимаю. Далее 2 петли провязываем лицевой серым цветом. У нас весь ряд идет серым цветом. Значит, так будет повторяться весь ряд. Одну петлю снимаем, 2 лицевыми провязываем, одну снимаем, 2 провязываем. 2 лицевыми, вот смотрите, простым языком вам объясню. Вот у нас была снятая петля, мы ее провязываем и перед ней провязываем петельку. Вот эти вот 2 лицевые, одну снятую перед ней петлю будем провязывать лицевыми. Значит, одну петельку сняли белую, поехали. 2 лицевые провязали, одну сняли, 2 лицевыми провязали, одну белую сняли, опять 2 провязываем, одна белая, одна снятая в предыдущем ряду, провязываем 2 лицевыми, одну снимаем, 2 провязываем, одну снимаем. Так идем до конца ряда. Довязываем ряд до конца. У меня здесь получилось в конце ряда одна снятая. Кромочную провязала изнаночной. Переходим на изнаночную сторону. Первую снимаю. Опять у нас снятые петли мы снимаем не провязанными. Провязанные петли, в этот раз серые, провязываем лицевыми. Вот у меня белая снятая петля, мы ее снимаем. Далее идет 2 провязанных серого цвета, провязываю лицевыми. Так изнанка будет у нас всегда повторяться, не меняться. Провязанные провязываем, снятые петли снимаем. Так, 2 провязала, нить опять перевела, белая снятая, мы ее снимаем. 2 провязала лицевыми провязанные петли, снятую сняла. Провязанные петли лицевыми, снятую снимаем, не провязывая. Так идем до конца ряда. Довязываю ряд до конца. В конце ряда я меняю цвет на последней кромочной. Так, сняла. Перехожу опять на белый цвет. Перешли на лицевую сторону. Белым цветом у нас идет опять 2 ряда. Так, это у нас 3-й ряд получается. Белый цвет. Опять все у нас сейчас будет повторяться. Что мы делаем? Первую снимаем. Теперь смотрите, где у нас здесь была снятая петля. Вот у нас была белая снятая и серая снятая. Нам нужно их провязать 2 лицевыми. Чтобы легче было считать, я вам вот так просто хочу объяснить. Эти 2 у нас будут лицевыми. Перед ними будет снятая. Значит, первая провязываем одну белую лицевой. Одну белую провязали лицевой. Одну петельку сняли. Опять 2 провязали лицевыми. Одну снимаем, 2 петли лицевой, одну снимаем, 2 провязываем лицевой, одна серая, одна белая. Эту белую мы снимали в предыдущем ряду, по ней видно, она вот такая вот вытянутая. Одну петельку снимаем, 2 лицевыми, одну снимаем. Так идем до конца ряда. Довязываем ряд до конца. В конце ряда у меня 2 лицевых. Кромочную провязала. Перешли на изнаночную сторону. Изнаночная сторона точно так же. Первую кромочную снимаем. Провязанные петли провязываем лицевыми. Снятые петли снимаем. Белый цвет, белая нить. 2 петли провязанные белые провязали лицевыми.
нить перевели, снятую петлю сняли. Опять 2 провязанных, провязали, 2 белых петли провязали лицевыми, снятую петлю снимаем, не провязывая. Нить перебросили, все, пошли до конца ряда, вяжем. Перешли на лицевую сторону, поменяла я серый цвет опять, продолжаем. 2 петли провязываем серым лицевыми, 1 петельку снимаем, 2 провязываем лицевыми, 1 снимаем. Так вяжем до конца ряда. Вот смотрите, опять у нас, вот она у нас снятая, и перед ней петелька. Провязываем 2 лицевыми, 1 снимаем. Получается, вот этот вот зигзаг у нас сдвигается в каждом ряду. 2 провязали лицевыми, 1 снимаем. Раз, 2, лицевой, 1 сняли, не провязывая. Раз, 2, 1 сняли, не провязывая. Так довяжем до конца ряда. По изнанке вернемся точно так же, как вязали предыдущие ряды. Провязанные петли провязываем лицевыми, снятые петли снимаем. Встретимся на лицевой стороне. Так, пришли на лицевую сторону. 5-й ряд, еще провяжу сейчас 1 ряд. Так, что у нас? Белый цвет опять у меня. Первую снимаю. Все то же самое, только единственное, в начале ряда у нас изменяется петелька. А так полностью лицевая сторона мы вяжем, 1 снимаем, 2 петли провязываем лицевой. Значит, смотрите, вот у нас была снятая петля, мы ее провязываем лицевой, и перед ней петлю провязываем лицевой. Еще раз повторю, 2 лицевых, значит, это снимается у нас. Сняли, 1 серую сняли, 2 лицевых. 1 сняли, 2 лицевых, 1 сняли, 2 лицевых, 1 снимаем, 2 лицевых. Так вяжем до конца ряда. По изнанке, как вы уже поняли, провязанные провязываем, снятые мы снимаем. Вот у нас получается все это, лесенка такая сдвигается. Так я довяжу до пятки. Последние 2 ряда я провяжу однотонным, они все-то однотонные, серым цветом. Так, сняла, провязала 2, 1 сняла, не провязывая, 2 провязала, 1 сняла. Как семечки щелкать, вязать. Очень хороший узор, не знаю, я прям в него влюблена. Значит, с узором показала 5 рядов, думаю, здесь все понятно. Провяжу до пятки. Вот смотрите, последние 2 ряда еще серым лицевыми. Сколько у меня здесь до пятки получилось? Где-то 9 сантиметров. Довяжу, точно замерю, и потом перейду на пятку. Значит, сейчас вяжем нужную нам длину до пятой. Провязали нужную длину до пятки. Сейчас переходим в пятки. Вот такая вот. Так, сколько у меня здесь в сантиметрах? Чуть-чуть подтянули. 23 сантиметра. Растянуть можно до 25. Так, пятку я буду вязать на средних 12 петлях. Сейчас я 18 петель возьму на одну спицу, 12 провяжу. И по методу подошвы, как мы вязали подошву, точно так же буду провязывать пятку. Так, 18 петель переснимаю. Нить перебрасываю, я не обрезаю нить, просто ее плотно вот так вот перебрасываю взад-вперед. Так, перебросила. Провязываю 12 петель теперь. 1, 2, 3. Провязываем 12 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Разворачиваюсь. Опять по изнанке провязываю до 12 петли. 12 петельку буду закрывать с петелькой с боковой спицы. Первую сняла, провязываю петли. 12 петля, провязали 2 вместе лицевой по изнаночной стороне,
Опять перешли на лицевую сторону. Первую снимаю, все вяжу лицевыми. 12 петель провязываю лицевыми. И последнюю петельку соединяю с петелькой с боковой спицы по лицевой стороне. 2 вместе провязываю изнаночной. Точно так, как я вязала подошву. Сейчас провяжу пятку, соединю все петли до конца. Закроем петли. И потом сделаю обвязку. Дошла до последней петельки. Соединяю 2 вместе изнаночной. Все. Опять развернулись, все вяжем лицевыми, крайние петли соединяем, довязываем пятку до конца, закрываем петли. Довязали пятку до конца, закрыли петли. Что я еще вам забыла сказать? Не довязывая пару рядов, в начале, в конце ряда можно пятку убавить по одной петельке, закрыть вместе. Вот я убавила, оставила всего 8 петель. Для чего? Чтобы по верху не было сильно много петель, поэтому вот срезала. Все, закончили. Теперь на спице номер 2,5 этой же темной нитью по всему верху на 4 спицы, 5 буду вязать, набираю петли. У меня всего будет 64 петли. Если петель получится много, можно пару петель убавить. Опять же, под 2 дужки вытягиваю петельку. А здесь вот под белую, под серую, под белую, под серую. В начале ряда петли меняла. Так, наберем петли, и все ряды я провяжу изнаночными. 9 рядов я всего провяжу. Все буду вязать изнаночными петлями, потом примонтирую. Сейчас я вот одну петельку пропущу, чтобы было не сильно много. Так, по высоте сколько это будет? 9 рядов, но я провяжу, потом замерю в сантиметрах. Смотрите, вот все изнаночные. Вот такая вот штука получится. Значит, по высоте это сколько? Сантиметр, наверное, да. Сантиметр. Сантиметр, и с той стороны сантиметр. Ну, где-то 2 сантиметра, небольшая. Так, набираем петли и изнаночными провяжу 9, можно 10 рядов. Потому что если будет сильно высокая, она потом красиво выкладываться не будет. Будет колом стоять, как это вот сказать. А так вот, смотрите, еще раз. Вот она заворачиваться вот так вот должна. Так. Вяжем, набираем петли и вяжем. Провязала высоту 9 рядов в сантиметрах. Это у меня, как я уже говорила, 2,5 почти получилось. Теперь выворачиваю это все наизнанку. И по изнаночной стороне этот вот отворот я примонтирую. Разровняли все. Здесь просто темный цвет, плохо будет видно, поэтому я решила показать вот на этой части, где белый цвет. Одна петелька на спице, одну петельку снимаю на крючке, одна петелька, одну со спицы сняла. Теперь подхватываю петельку первого наборного ряда, когда мы петли набирали по всему верху. Подхватила ее, захватываем ниточку, протягиваем 1 раз и 2. Вот такая вот косичка у меня получается. Можно это делать иголкой с ниткой, как петлевку. Ну, я вот, мне так проще, быстро, удобно. Опять подхватила. Захватила нитку, раз вытянула и 2 вытянула. Так, закончим весь верх. Примонтируем всю вот эту вот отворот, бейку эту. И на этом будет сегодня все. Я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. Вот так вот получается. До новых встреч. Пока-пока.